Лагерь туристов стоял на краю огромной африканской равнины, где после захода солнца воздух становился прохладным, а из темноты доносились звуки ночных животных. Группа из 6 человек приехала сюда всего на 3 дня, чтобы увидеть диких зверей вдали от туристических маршрутов. Руководил лагерем американец Джеймс Уокер, бывший рейнджер, который прекрасно знал повадки местных животных и всегда предупреждал гостей, что в саванне нельзя считать ни одну встречу случайной. В первый вечер все проходило спокойно, пока около 10 часов Джеймс не услышал возле палаток странный звук. Он вышел наружу и увидел львицу. Она стояла примерно в 20 метрах от лагеря и смотрела прямо на него. Перед ней лежал грязный коричневый ботинок. Джеймс сразу поднял руку, показывая туристам, чтобы они не выходили из палаток. Львица не проявляла агрессии. Она медленно подошла к краю лагеря, положила ботинок на землю и отошла на несколько шагов. Затем несколько секунд смотрела на людей, развернулась и исчезла в зарослях. «Что это вообще было?» — прошептал Томас, один из туристов. Джеймс не ответил. Он подошел к ботинку только после того, как убедился, что львица ушла достаточно далеко. Это была обычная мужская обувь, сильно испачканная грязью и травой. На подошве виднелись следы засохшей глины, а внутри ничего не было. Джеймс осмотрел ботинок, но не обнаружил ни крови, ни других признаков того, что рядом произошло нападение. Он решил, что животное могло найти его возле старой дороги и просто принести в лагерь из любопытства. Утром туристы уже смеялись над произошедшим, а Джеймс убрал ботинок в сторону, решив позже разобраться, откуда он мог взяться. Однако следующим вечером львица вернулась. Она появилась примерно в то же время, прошла между кустами и снова подошла к лагерю. На этот раз в ее пасти был второй ботинок. Он был почти таким же, как первый. Львица положила его рядом с предыдущим и снова отошла. В лагере наступила тишина. Никто больше не смеялся. Джеймс осторожно включил фонарь, но львица даже не отступила. Она смотрела на него несколько секунд, затем повернула голову в сторону равнины и издала короткий низкий звук. «Она хочет, чтобы мы пошли за ней?» — спросил Джон, один из туристов. «Не знаю», — ответил Джеймс. «Но точно знаю, что за ней сейчас никто не пойдет». Львица еще немного постояла и ушла в темноту. Джеймс осмотрел второй ботинок. На этот раз внутри оказался небольшой кусок красной ткани. Он поднял его пинцетом и сразу заметил, что ткань была частью носка. Мужчина почувствовал неприятную тяжесть в груди. 2 ботинка. 1 человек, неизвестное место и львица, которая зачем-то приносила их именно сюда. На рассвете Джеймс связался с ближайшей станцией рейнджеров и сообщил о случившемся. Ему ответили, что в нескольких километрах от лагеря проходит старая грунтовая дорога, которой иногда пользуются местные пастухи и исследователи. За последние дни никто не сообщал о пропавших людях, но рейнджеры обещали проверить территорию. Пока они собирались приехать, Джеймс решил осмотреть следы львицы. Она каждый раз подходила к лагерю с восточной стороны, поэтому он внимательно изучил землю возле кустов. Через несколько минут он заметил свежие отпечатки лап, которые уходили к пересохшему руслу реки. Рядом были следы человека. Они выглядели старыми, но направление совпадало. Джеймс вернулся в лагерь и попросил туристов не отходить далеко от палаток. Через час приехали 2 рейнджеров. Один из них, Майкл Рид, сразу узнал ботинки. «Такие продают в нескольких местных магазинах», — сказал он. Но это еще ничего не значит. Они решили проверить русло реки. До него было около 2 километров, и путь проходил через высокую траву. Джеймс шел впереди, внимательно осматривая землю. Примерно через 20 минут он обнаружил первый след, который заставил его остановиться. В пыли лежала металлическая пряжка от рюкзака. Еще через несколько метров нашли пластиковую бутылку, а затем старую куртку, зацепившуюся за куст.
Все выглядело так, будто человек двигался в сторону русла, но потом резко свернул. Майкл поднял рацию и сообщил координаты. В этот момент издалека донесся львиный рык. Все замолчали. Звук шел именно от русла. Они продолжили движение и вскоре увидели львицу. Она стояла на небольшом возвышении и смотрела вниз. Рядом с ней лежал еще один предмет. Это была человеческая сумка. Джеймс осторожно поднял бинокль и посмотрел туда, куда смотрело животное. Внизу, между камнями, лежал человек. Кен был жив. Мужчина находился в сознании, но не мог самостоятельно подняться. По его одежде было видно, что он провел здесь не одну ночь. Рядом валялась пустая бутылка, а на ноге была глубокая рана. «Боже мой!» — прошептал Майкл. «Он, наверное, упал в русло. Но почему львица приносила его вещи в лагерь?» Ответ оказался еще более удивительным. Рейнджеры осторожно приблизились к мужчине и узнали его имя. Это был Роберт Хейл, американский фотограф, который приехал в регион 2 недели назад для съемки диких животных. 3 дня назад он отправился один к старому руслу и больше не вернулся. Поиски уже начались, но из-за плохой связи его телефон никто не мог обнаружить. Роберт рассказал, что поскользнулся на камнях и сильно повредил ногу. Первую ночь он пытался выбраться самостоятельно, но потерял слишком много сил. На следующий день заметил львицу. Она несколько часов находилась неподалеку и наблюдала за ним. Роберт боялся даже дышать, думая, что животное собирается напасть. Но львица не приближалась. Вместо этого она взяла его ботинок, который лежал рядом, и унесла. «Я думал, что больше никогда его не увижу», — слабым голосом сказал Роберт. А потом она вернулась без него. На следующий день унесла второй. Джеймс посмотрел на львицу, которая все еще стояла наверху. Теперь он понимал, что происходило. Она не знала, как помочь человеку, но заметила его вещи и начала переносить их туда, где регулярно видела людей. Лагерь оказался ближайшим местом, где были люди, поэтому львица принесла туда ботинки. Возможно, для нее это было просто необычным поведением, но результат оказался невероятным. Если бы не второй ботинок, Джеймс мог бы решить, что первый был случайностью. Именно повторение заставило его обратиться за помощью. Спасатели осторожно вытащили Роберта из русла и доставили его в лагерь. А львица стояла на фоне золотистой травы и спокойно смотрела на людей. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.